еще один вариант с деструктивчиком, то есть человек, который сам себе вредит. Эта девушка подковыривает ногти, причем только 3. Я уже выкладывала с ней видео, это далеко не первая часть. Сейчас мы наблюдаем, что же произошло с ее ногтями за месяц носки. Кстати, вот на среднем пальце ноготок отвалился прямо накануне. До этого она скидывала, и он там был. Ну, в общем, что мы имеем? Тут и отслойки, и вообще непонятно что. Давайте будем разбираться и смотреть, что можно здесь сделать еще. Восстановление предстоит нам достаточно длительное. Есть проблема, вот, допустим, на среднем пальчике. Тут что-то типа шрамы или рубца, то есть систематическое травмирование все-таки может привести к необратимым изменениям. Но мы будем работать, и пока точно я не могу сказать, получится у нас их восстановить на 100% или нет, но динамика в любом случае у нас очень хорошая, поэтому мы продолжаем работать. Тут у нас отслойки, здесь был акрил, и, честно говоря, она проходила прям месяц. Я в шоке от того, что она принесла мне 2 ногтя, потому что я вообще боялась, что пока я разъезжала по своим конгрессам, у нее там, наверное, что-то вообще все отвалилось. Но, как мы видим, все очень даже неплохо. Вот здесь мы наблюдаем, кстати, отслойки именно потому, что до этого на этих ногтях были неровности. Мы старались зачистить, но, естественно, до прям идеально ровного состояния там не получалось, а протезировать и наращивать приходилось по причине того, что мы не могли оставить их такими неровными, потому что деструктивное поведение заставляет человека любое несовершенство, любую неровность постоянно отковыривать. Повторюсь, она их не грызет, она именно ковыряет. Ну, это один из вариантов. Здесь безымянный палец, который был прям, наверное, одним из самых сложных. Там на нем было 2 высоких бугорка, которые уже неплохо сросли и опустились уже ближе к низу. Если кто не смотрел, пожалуйста, отмотайте, перейдите на предыдущее видео с этой девушкой. Если будет возможность, я постараюсь оставить ссылку. Ну, а те, кто не смогут, то, пожалуйста, просто пролистайте вниз где-то на месяц назад, и там будет этот видеоролик. Тут я срезала ей акрил, потому что не могла его никак спилить, и там что-то лежит, как обычно, ничего нового. Всегда под ногтями что-то, да где-то лежит у Барберы волосы. У нее вот остатки чего-то, скорее всего, наверное, она что-то готовила. Кстати, наверное, рождается вопрос, что за непонятный пушер у меня в руках. А у меня сегодня день странных пушеров, потому что у меня закончились инструменты, я была в отъезде, что-то я брала с собой. В общем, большая часть моих инструментов сейчас лежит в зоне обработки, и я работаю просто тем, что осталось. Тут у меня пушер от Ниппонов, но он какой-то тестовый был. В общем, я не знаю, есть он у них там такой на сайте или нет. Ну, интересный образец, но я люблю все-таки свой P07, по-моему, он называется. Но это не важно. Ссылочку я, как всегда, оставлю. Кому нужно, перейдете на сайт и посмотрите. Про вот эти кусачки вообще не спрашивайте, потому что у меня вообще нет объяснения, что это за кусачки, но я ими стригу ногти. Это тоже какой-то тестовый образец, но, по-моему, рабочие варианты таких кусачек есть в TextNip. Это тоже продолжение Nippon Nippers, еще одна у них есть линия. Смотрите дальше. Мы все сняли, как смогли, спилили, то есть по максимуму брали старый материал, отодвинули кутикулу, и сейчас нам нужно обработать кожу вокруг ногтей. Но здесь мы столкнемся с рядом сложностей. Если, например, на безымянном пальце, вот на этом, у нас все более-менее получается неплохо, то на всех остальных были проблемки. Очень мягкая ростковая зона, которая как раз-таки приводила к тому, что ногти шли буграми. Вот, например, на среднем пальце одну часть, половину кутикулы мы можем обработать. Я, кстати, обрабатываю сейчас безопасной фрезой где-то на 10 тысячах оборотах. А вот вторую половину мы обработать толком и не можем. Я сейчас буду показывать. Вот в этой части посередине, видите, там как бы кутикула склеилась с куском ногтевой пластины, и все это немножко напоминает какой-то шрамик или рубец. Сейчас сказать точно, как эти ногти будут восстанавливаться и насколько мы их сможем вообще восстановить, я возможности не имею, поэтому не буду сейчас никого обнадеживать, но точно скажу, что мы по-любому продолжим работу. И в самом конце видео я покажу, как ногти преобразились, и тогда прям точно станет понятно, что они идут на улучшение. Динамика действительно есть, но иногда бывает такое, что
что в процессе, вот пока ты делаешь клиенту маникюр и восстанавливаешь эти ногти, старые воспоминания стираются, и они иногда забывают, как же было до. Поэтому я имею тенденцию или привычку показывать клиенту, с чем он пришел в первый раз. Ну, так сказать, для контраста. В общем, возьмите тоже себе это на заметку, потому что иногда могут возникать вопросы. Сегодня моя клиентка немножко расстроилась, когда увидела, что на среднем пальчике образовался вот этот такой, рубчик или шрамчик. Пока, еще раз говорю, ничего не понятно. Будем работать, будем стараться все это снивелировать по максимуму. Дальше мы срезаем кутикулу, и хочу сказать, что она все еще пока сложная, и какого-то супер глубокого кармана здесь тоже нет. Посередине средний палец я не обрабатывала, как видите. Я только осторожно срезаю прям именно большую часть кутикулы, чтобы она не рвалась и не цеплялась. Но в любом случае сейчас прям есть разница, и все это гораздо лучше. Смываем ненужную пыль, обязательно наносим праймер и переходим к покрытию. Сегодня я возьму ликвид базу или ликвид гель. В общем, у меня тут новая продукция, и я взяла Биотек попробовать, и у них есть базы, которые стоят прям на очень проблемных ногтях. В общем, тут мы будем тестировать, потому что ни гели для протезирования, ни акрил пока на этих ногтях адекватно не держится. Мы решили попробовать именно мягкие эластичные материалы. Эти базы мягкие, конкретно вот эти две, которые я использовала. Будем смотреть, как они у нас простоят. Дальше я взяла бафик, чуть-чуть забафила поверхность, подпилила небольшие затеки, да, они там случились, потому что действительно сложная форма ногтей, и перекрыла все матовым топом. Дальше берем масло Монарды. Оно нам нужно для того, чтобы увлажнить кожу и повысить ее эластичность. Как всегда, напоминаем клиенту о важности использования масла. И теперь можем в полном объеме оценить результат. Вот так все выглядит, то есть они сейчас менее выпуклые, более гладкие, оставили в прозрачке. И снова я отпустила где-то недели на 2, на 3. Будем ждать динамику. И жду ваше мнение в комментариях.